Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Так, друзья, доброго утра всем. У меня сегодня день X. Сегодня я высаживаю всю рассаду. Вот здесь со мной кошечки бегают. Хочу сейчас показать, как я обустроила, точнее, ой, смотрите, Маська залезла. Хулиганит Масюта. Значит, я успела почистить. Вот в будни у меня пока было утром и вечером время. Я успела вот здесь, значит, вычистить вишню плоскорезом. Вот смотрите, какую оградку я сделала для розы. Красивая оградка, вместо кирпичей. Под кирпичами муравьи собираются. И вот здесь плоскорезом срезала всю сныть. И смотрите, как чистенько здесь стало. Здесь можно ходить, здесь нет зарослей. В общем, вот. Еще вот здесь у меня подсолнухи посаженные. Вот из рассады я сажала. Вот один, второй, третий где-то тут должен быть. Вот. И вот это еще третий. Белка. Вот здесь я, в общем-то, все от травы почистила. Вот здесь. Была прям вот заросли просто чуть ли не по колено были мне. Вот Триша вышла погулять, смотрите. С девочками ходит тут, гуляет. Кто переживал за нее? Вон там белка. Вон там Мася лазит где-то. В общем, сейчас еще хочу рассказать, что я посадила уже и что намереваюсь посадить. Значит, я уже посадила. Значит, здесь у меня какой-то лук маленький. Мама привозила. Пока еще тут у меня не взошел. Здесь, значит, шпинат я посадила. Потом у меня здесь еще какие-то пряные травки. Базилик, редиски полгрядки у меня здесь. Я уже сейчас не вспомню. Нужно смотреть по пакетикам семян. Вот здесь морковку я высадила на этой грядке. Здесь частично посадила петрушку и брокколи. Вот эта грядка у меня под перцы. Буду высаживать их сегодня. Буду показывать вам. Здесь заждалась грядка томатов. А здесь у меня огурчики. Пожалуй, я начну с огурчиков. Еще у меня высажено очень много на усаде. Там вот отсюда, наверное, не видно. В общем, там мы лук посадили, свеклу, картошку, кукурузу. И сейчас я буду сажать кабачки, тыквы, арбузы и дыни. Там парничок сделали. Посмотрите, какое у нас благоухание одуванчиков. Вау! Красота просто. Яблони уже отцветают. Груши отцвели. Яблони отцветают. Это вишня тоже отцветает. Вот цветет яблоня. И у нее так вкусно пахнут цветы. Я не знаю, как вам передать. Такой тонкий, свежий аромат. Вот. В общем, сегодня у меня ударный день. Иду я за шлангом поливочным. За коробкой с семенами. Там у меня семена кабачков, огурцов. Здесь, кстати, я укроп посадила возле чеснока. Видите, дорожки временно положила сюда. Смотрите, какие они функциональные. Значит, помните, зимой я их использовала на крыльце, чтобы не скользко было. Весной ранней я их стелила до крыльца. Летом они у меня будут лежать на огороде. Здесь вот одна, а вот здесь вот вторая вот под пленкой. Вот. В общем, иду за семенами. Сначала я высажу огурцы. Потом... Вася прилетел на дерево. Васюш, ты хочешь кушать? Вась. Васька спрыгнул с крыши. Ты решил спрыгнуть? Ой, ты мой котик. Вот он. Опа. Вот так вот мы лазим, да, по груше. Вась, ты хочешь покушать? Еще я высадила подсолнухи вдоль забора. И там за территорией тоже высадила. Еще посмотрите, у меня жасмин. Смотрите, жасмин уже дает листочки.
значит, он у меня приживется. А спирея, кстати, вот-вот, и она тоже, кстати, зацветет скоро. Посмотрите, сколько бутонов она дала. Ура! У меня достаточно взрослый, зрелый куст спиреи возле забора. Масечка, Масюта, Масюта, ты мой сладкий, ты боженький, ой, ты божий ласкота моя. Ласкота Мася пришла ласкаться. А еще хочу показать, вот здесь вот вербейник я посадил, желтые такие красивые цветочки. Смотрите, какие у меня тюльпашики, вот эти вот рыженькие отцветают. А вот этот вот только-только занялся, какой красивый, посмотрите. Вау, какой красивый тюльпан. Вот так вот сейчас покажу, вот. Вот так. А вон там еще у меня зацветает желтый тюльпан. Это, знаете, сорт попугай, по-моему, называется. Тоже он красиво цветет. Вон там еще один. Вот. Они так вкусно пахнут, да, Триш? Смотри, как тюльпаны вкусно пахнут. Красота. А еще у меня алый пион распустил свои листочки. Вот алый пион распустил листочки и уже наклевывает листы розовый пион. У меня, знаете, какая идея возникла относительно этой клумбы? У меня в конце участка растут ели, и под ними очень много хвойного опада. Я хочу его собрать и вот на эту клумбу накидать. А еще я съезжу в лес, когда освободятся у меня руки, высажу всю рассаду, съезжу в лес и насобираю, возможно, сосновые коры. Как раз-таки вот для этой вот клумбы. Как раз-таки для этой клумбы это будет очень полезно. Вот. В общем, вот, друзья, такие у меня планы. Там у меня на крыльце уже ждет шланг поливочный, все инструменты. Иду сажать рассаду. Так, друзья, иду за ведром, оно у меня стоит в бане. В него буду наливать горячую воду, а из шланга у меня будет холодная вода. Теплой водой буду рассаду поливать высаженную. И заодно вам сейчас покажу усад. Значит, вот здесь вот я приготовила парничок для моих дынь и арбузов. Вот здесь же и тыквы, и кабачки высажу. Вот здесь у меня грядка свеклы, здесь грядка лука. Вот здесь синий лучок, здесь обычный. Здесь картошку мы посадили с мамой в прошлые майские выходные. А вот здесь у меня целое поле кукурузы. И самое раннее, которое я сажала из семян для попкорна, который купила в Ашане, она уже взошла. Сейчас попробую показать ее где-то тут. Вот она, видите, уже взошла. Но это самое раннее. А семена сортовой кукурузы, которые я сажала вот здесь, они еще не взошли пока. Но я их немножко пополола здесь. Вот там еще семена обычные кукурузы, которые у меня на семена оставалось с прошлого года. Вот. В общем, мне предстоит еще засадить вот этот парник. Дынями, рассадой дынь, арбузов и тыквы, кабачки. В общем, беру, иду ведро. Видите, сколько мне еще косить предстоит. Не успеваю, к сожалению. Все, но возле дома, по крайней мере, у меня пока выкошено. А, еще хотела показать. Вот здесь я тоже плоскорезом всю траву срезала. Посмотрите. Здесь усыпано лепестками цветущих яблонь. Вся лавочка была заросшая. Я тоже ее вычистила от травы плоскорезом. Вот такая вот полянка получилась чистенькая. А то нельзя было прямо даже подойти к бане. Вот, в общем-то, сейчас возьмем ведро, в которое я буду наливать горячую воду. Вот ведро. В него я буду наливать горячую воду и смешивать ее с холодной водой из-под шланга и поливать рассаду, чтобы у нее не было шока от ледяной воды, которая у нас льется из-под крана. Вот. Вот здесь еще предстоит мне скосить. Работы еще много, короче. Работа на все лето, как говорится. Вот здесь, кстати, я часть земли под черной смородиной оставила открытой, а часть земли укрыла скошенной травой. Вот. Буду наблюдать, как все будет. Вот. Смотреть, как она себя будет чувствовать. А еще хочу показать. У меня виноградик пустил листочки. Смотрите, уже какие крупные. Ай-яй. И мне кажется, у него в этом году будут кисти. В общем-то, наклевываются кисти винограда. Видите? Он собирается цвести. Бутон выкинул. Получается, у меня в этом году уже будет урожай винограда, что ли.
Хотя я ничего с ним не делала, говорят, нужно как-то вертикально вот так вот ветки подвязывать. В прошлом году я вырубила все, старенькие сухие ветки. Он, видимо, дал молодые побеги. Вот это молодые побеги с прошлого года, видите? Они тянутся из одной ветви. Ой, из одной ветви они тянутся. Надо было их как-то вот на горизонтальную леску натягивать на арки и горизонтально их располагать. Но у меня времени не хватило на все на это дело. Ну, как будет, так будет в этом году. Осенью я сформирую лозы специально, вот горизонтальные здесь из него. И на будущий год будет больше урожая, я думаю. Вот. А еще, друзья, у нас уже крыжовник начинает. Видите, завязался прям крыжовник. Вот-вот прям уже скоро будем зеленый крыжовник есть. У меня бабушка, когда зеленый крыжовник появлялся, пекла с ним пироги. Добавляла сахара, и получался крыжовник с пирогами. Пироги с крыжовником, короче. Черная смородина, по-моему, тоже завязалась. Ну-ка, смотрите, да. Черная смородина, видите, тоже завязала плоды уже. Ну, как быстро все происходит, понимаете? Я только в начале мая снимала видео, где вам показывала цветущую смородину. А здесь уже все, уже ягоды формируются. Все быстро. У меня же еще клубника зацвела. Я была тут в поле, ездила, смотрела в поле на велосипеде. Там уже цветет вовсю полевая клубника. И еще у меня цветет уже вовсю вот эта вот старенькая 70-х годов клубника. Старый сорт. Она, видите, уже дала цвет. Как она быстро расцветает, представляете? Здесь очень много пчел летает и опыляет ее. Это та, которую я не полола от травы специально, чтобы у нее ягодки появились вкусные. Но и здесь возле прополотой тоже, кстати, цвет. Прополотая тоже дала. Некоторые бутоны даже уже отцветают. Вот еще цветет, смотрите, здесь я полола. Вот здесь у меня сортовой клубники, пару кустиков, пару рядков. Пару или тройку от кого-то кто-то мне давал. Вот здесь прополотая, это 70-х годов. Вот здесь не прополотая от 70-х годов. А здесь Буся ходит по моей грядке. Вот здесь, кстати, сортовая клубника. Я удивилась. Сорт Азия Альба сажала в прошлом году. Она у меня приживалась. И посмотрите, какие у нее цветы. Она собирается желтыми цветами цвести. Я, правда, не помню, Азия это или Альба. Ну, в общем, она, смотрите, как интересно начинает цвести. Не белыми цветочками, а желтыми почему-то. В общем-то, она тоже собирается бутоны выпускать. Вот. Там тоже. Ну, сегодня, в этом году я все-таки сортовой клубники полноценно, думаю, поем. По крайней мере, с половины грядки. Так, друзья, весной я купила кучу семян огурцов. Целый набор. В общем-то, и один пакетик кабачков, один пакетик я купила, буду сажать их. И, все, конечно, огурцы я не буду высаживать, которые здесь. Но вот я решила в этом году высадить огурец Феникс Плюс, огурец Изящный, огурец Пальчик. Наверное, 3 сорта высажу в этом году. А остальные оставлю на будущий год. Малыш, надежный какой-то, засолочный, корнишон, серпантин, конкурент, каскад, кустовой, дальневосточный 27 какой-то. Напишите, кстати, у кого какие сорта огурцов и что вы сажаете. В этом году я 3 вот этих посажу. Остальные на будущий год оставлю. Слишком много их. Для моей маленькой грядки мне хватит 3. Итак, я решила начать этот день с высадки огурцов. В прошлом году я сажала в эту грядку уже огуречики. Они меня порадовали урожаем. Напомню, что эта грядка непростая, это теплая грядка. Там под ней яма с компостом, в которой я весной 2024 года добавила удобрение бокаши. Это такая бактерия, которая разлагает весь компост и выделяет тепло. И растения на таких грядках растут очень плодородно и изобильно. Весной 25 года я подсыпала в эту грядку еще земельки. Так, в общем, друзья, я посадила 3 сорта. Вот здесь у меня в этом ряду сорт Феникс. Здесь в этом ряду Изящный. А в этом ряду у меня огурец Пальчик. Снимаю специально даже для себя, чтобы запомнить. Вот так вот 3 ряда у меня в грядке, 3 сорта. И, в общем-то,
вдоль грядки, будет очень удобно их подвязывать на шпалерку, вот на эту потом. Вот, сейчас буду поливать. Смотрите, как у меня вымахала рассада. Сегодня я буду ее высаживать. Помидорка вот даже. Смотрите, помидорка даже уже зацвела. Вот, поэтому нужно высаживать. Погода у нас предстоит теплая. Какие, посмотрите, перчики у меня вымахали. Посмотрите, красавцы. Тыквы, дыни, арбуз даже вот, который у меня привитый был. Смотрите, уже плетится. Еще у меня баклажанчики. Посмотрите, какие вон уже выросли. Это тоже перцы. Здесь кто-то мне давал рассаду томатов маленькую. Ну, в общем-то, дыни вот у меня взошли все. В общем, предстоит мне сегодня ударный денек. Хочу высадить все и сразу. Так, друзья, поскольку у меня рассада такая уже достаточно взрослая, видите, у нее такие ветки, плети просто уже. Я ее погрузила в тачку. И на тачке сейчас повезу, чтобы не повредить, к месту пересадки. Вот такая у меня эвакуация. Друзья, предвосхищаю ваше возмущение по поводу того, что томаты переросли, рассада переросшая, то, что она будет ломаться при пересадке. Вы знаете, в прошлом году я тоже также очень рано сажала рассаду томатов, она у меня очень быстро выросла. Несмотря на то, что она была переросшая, у меня все-таки был достаточно приличный, хороший урожай. Света, белел. Ну, убери хвост. Что-то белек сидит, а не ты. Итак, друзья, я тут приступила к высадке томатов. Изначально я сделала лунки, потом эти лунки полила теплой водой. Затем разрезала пластиковые одноразовые стаканчики, в которые были высажены все кустики томатов. И прямо с корневой системой посадила в лунки и полила опять же теплой водой. И вот так со всеми кустиками я. И сразу же, конечно же, их подвязала. Напомню, что эта грядка у меня такая же теплая, как и для огурцов. И, в общем-то, изначально эта рассада достаточно хиленько выглядит при пересадке, но потом она будет расти, куститься и давать плоды. У меня уже есть опыт высадки такой рассады, поэтому я не переживаю. Вот здесь я уже приступила к высадке баклажанов и перцев. И белка мне тут, конечно же, помогает с остальными кошками вместе. Вот, все грядки высокие у меня теплые. Вот, поэтому на них очень хороший достаточно вырастает урожай. Так, друзья, в общем-то, вот что у меня получилось. Я ее высадила. Сразу внизу у нее обрезала пасынки все нижние веточки. Вот. В этом году у меня будет 3 сорта томатов. Значит, первый сорт, больше всего у меня его на грядке, это бычье сердце розовое. А второй сорт это полосатый шоколад. Его чуть поменьше, 5 кустиков. И еще 3 кустика мне дала мама подруги. Я не знаю, как у них называется сорт.
но они совсем еще маленькие, и думаю, только в конце лета я попробую с них плоды. Ну и, конечно же, у меня 5 кустиков сломалось при пересадке, но я не переживаю, я поставила их в воду. Они у меня достаточно хорошо чувствуют в воде. Вот так вот они постоят, дадут корешки, и я уже как полноценную рассаду их высажу тоже в грядку. В прошлом году я тоже так же со сломанными кустиками поступала, и они мне дали плоды, так что не переживайте, если у вас сломалась рассада томатов. Делайте, как я, и будет хороший урожай и с них тоже. Телескунга. Кусунькаешься? Так, друзья, следующий у меня на высадку, значит, перчики болгарские разных сортов и баклажаны. Так, я еще забыла, сейчас вспомнила 3 перца еще вынести, надо сходить за ними. В общем, вот я еще один сорт принесла, Маврас. Эти прям очень красивые у меня выросли, уже такие большие. Вот сейчас буду их высаживать. Руки уже черные, смотрите. А кто это к нам идет? Это белечек идет. Белочка, иди сюда, иди, моя котичка. Белка. Кукушка там кукует, да? Белек. Кто там? Перцев у меня в этом году 3 сорта: Маврас, Богатырь, и один кустик дала мамина подруга. Я не знаю, какое у него название у этого сорта. А еще я высадила 5 кустиков баклажанов Шарапова. Ну что ж, друзья, вчера я высадила все. Посадила томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквы, кабачки, дыни, арбузы. О, чего только я не насадила. И вот я укрыла здесь, значит, у меня перчики сейчас буду открывать. Здесь помидоры, здесь грядка с огурцами. Вот так вот я их укрываю на ночь. В этом году я поставила еще один парник в конце участка для дынь, арбузов и тыкв, которые я собралась высаживать из рассады. Дело в том, что у меня в прошлом году были достаточно поздно посаженные тыквы, и поэтому осенью они не вызрели, и высаживала я их из семечек. А в этом году я решила посадить рассаду и посмотрю вообще, что из этого получится. Ну и также я собираюсь высаживать тыквы семечками, но из рассады тоже хочу попробовать, что получится. Вот видите, здесь тоже у меня парничок. Лес такой, елки растут и парник посреди леса. Вон там он. Вон. Вот, кстати, арбуз уже там виднеется. Вот сейчас тоже буду все это открывать, смотреть, как и что. Кнопка со мной прибежала. Вот здесь у меня лук посажен. Здесь у меня грядка с луком. Здесь у меня грядка со свеклой. Лук только-только начинает пробиваться. Вот он. Смотрите. Только-только начал. Вот здесь у меня картошка, где девочки сидят. Белка удобряет. Смотрите, я не могу над ними. Вот у меня. Вы говорите, нужны какие-нибудь удобрения. У меня вот такие удобрения. Вот так вот мы удобряем урожай. Секреты моего богатого урожая, поняли? Разводите 6 кошек. И, пожалуйста, они сами, видите, рыхлят землю. Видите, от сорняков пропало. Удобряют. Я не могу, коты. Бел, ты удобряешь, удобрительница наша. Вон и Кнопа как старается. Молодец, Кнописа, молодец. Вот так. Сейчас еще мама Буся придет и Мася, и все удобрят. Будет вообще замечательно. Вот, и у меня вот здесь, вот, значит, картошка. Вот по эту борозду. А там дальше кукуруза. И там, кстати, в конце я тоже посадила 3 кабачка я в этом году посадила. И 3 тыквы нового сорта. Мне дали семечки тыков.
посмотрим, что вырастет из этой тыквы, из этих семечек травы. И смотрите, сколько уже выросло. Я еще не дошли руки у меня скосить ее. Скоро буду косить. У меня, кстати, появился новый триммер. Я уже вам его показывала в коротеньком видео. Уже я перед домом выкашивала траву. Там можете посмотреть в вертикальном маленьком видео. Рассказываю, какие преимущества у триммера. Вот здесь, смотрите, я мульчи сколько накидала. Дерна под черную смородину. Вот, наверное, все лето буду скошенную траву под кустарники кидать. Мне кажется, это вообще классно. Ничего расти не будет. Вон там уже, видите, наросло травы много. Там мульчи нет. А здесь мульча. Ну, по крайней мере, крапива точно здесь не будет расти. Вот, смотрите. Сравните. Трава там, где не кошена. И здесь скошена и мульчой укрыта. Вот так со всем участком буду делать. Но сейчас у меня пока нет времени. Вот у меня сейчас время вот это дело открыть надо. В общем, сейчас буду показывать вам, как я открываю их. В этом году у меня 2 вида укрытия для парников. Один вид укрытия у меня из гидрофильной пленки. О ней я подробно рассказывала в своем видео про эксперименты с рассадой. А второй вид из пандбонда. Ну вот, рассада у меня переночевала первую ночь под укрытием. Чувствует она себя просто прекрасно. Посмотрите, какие у меня подвязанные помидорки. Не завяли, ничего. В общем, будут они теперь расти, куститься и давать мне вкусные плоды. Их я вам еще покажу где-то, наверное, в середине лета, когда уже завяжутся плоды. Буду снимать видео. Вот. Ну а вот здесь вот у меня перчики. Вот такие вот они тоже себя прекрасно чувствуют. И вот здесь я показываю перец маврас. Смотрите, какие они высокие по сравнению с маленькими богатырями. Вот. А вот это у меня баклажаны. Ну, немножко они приуныли, но, думаю, отойдут. Кстати, грядка с перцами у меня заполнена еще не вся, не полностью. Поэтому я буду еще кое-что туда досаживать. Сейчас вам покажу, что. Кстати, гидрофильную пленку я закрепила для удобства вот такими вот скобами. Но это только с одной стороны. Там, где пленка всегда должна оставаться на месте, я ее прижала вот так вот скобами. Но это только с одной стороны. С другой стороны я ее просто прикрываю доской. Но благодаря именно этим скобам пленка остается ровно на том месте, где она должна быть. И не сдвигается ни влево, ни вправо. И очень удобно это. Еще этими скобами я закрепила края другого укрытия. Вот на грядке с перцами края укрытия я тоже прижала вот так вот этими скобами. И очень удобно, не нужно прижимать кирпичами, возиться туда-сюда. Всегда все ровненько остается на месте и очень хорошо держится вот так вот это укрытие с обеих сторон. В общем, на грядку с перцами, где оставалась еще пустая земля, я нашла еще что посадить, друзья. В общем, вот здесь сейчас я вам все покажу. Вот здесь я посадила 3 ряда редиски, вот такой вот еще дополнительно. Следующий ряд у меня это ряд горчица, потом идет ряд рукколы. Еще я посадила 2 вида салата. Салат азарт и крест-салат, по-моему, какой-то. И еще посадила рядочек, 2 рядочка, по-моему, вот такой вот петрушки. Вот, и рядом у меня еще растет брокколи. А еще рядом с укропом я в этом году посадила сельдерей. Впервые его выращиваю, не знаю, что получится, но посмотрим, будет очень интересно. А еще у меня оставалось место в парнике в конце участка. Помимо дынь, арбузов и тыков из рассады, я решила там посадить еще немножечко дынек. Мне мало дынь, я очень люблю дыни, друзья. В общем, я здесь высадила еще один сорт дыни. Правда, не запомнила, что это за сорт, но он скороспелый. Вот это я запомнила.
И, в общем-то, все хорошенечко полила. Друзья, расскажу, что у меня посажено в этом парничке. Сейчас я посадила дыню алтайскую вот здесь вот в этом месте. В этом году я решила сделать эксперимент, посадить тыкву в рассаде и потом уже высадить в открытый грунт. Вот только вчера я ее высадила, она еще не успела оклематься. Она у меня уже цвела прямо на столе вместе с рассадой. Почему это делаю? Для чего мне этот эксперимент? В прошлом году я тыквы сажала семенами, и эти семена у меня взошли достаточно поздно, в конце мая их сажала. И тыква не успела к осени вызреть, то есть она не успела даже пожелтеть. Вот, а в этом году я хочу, чтобы из рассады уже более зрелые плоды были. Ну, посмотрим, как она будет себя чувствовать. Не факт, конечно, что она здесь оживет. Мне самой интересно, что из этого получится. Будут ли тыквы вот из рассады вот такой вот крупный. Вот это тоже рассада тыквы, какой-то другой сорт, я уже не запомнила. А вот там маленькие росточки, вот видите, маленький росточек, вон еще, вон еще. Здесь я посадила дыньку Мазин, не знаю, как точно произносится этот сорт. Ну вот я и высадила, немножко вырастила в горшочках дома и посадила. Вот это значит, у меня плеть арбуза, которая была привита еще в апреле или даже в марте на рассаду тыквы. Не знаю, как она себя будет чувствовать в открытом грунте, опять же, тоже вот только вчера высадила, пока еще непонятно, оклемался он или нет, ну тоже посмотрим. Вот здесь с семенами у меня посажены арбузы тоже, арбузы Ливия, кстати, вот это тоже арбуз Ливия, который на рассаду был привит. Здесь с семенами арбуз Ливия. Не знаю, взойдут, не взойдут. Я арбуз Ливия пыталась сажать семенами тоже так же вот в рассаду в горшочке. Посадила его рано, он перерос и меня погиб. Вот, поэтому я из чего сделала вывод, что семенами, наверное, лучше сажать или маленькой рассадой, вот так вот, как дыньки у меня сейчас. Ну, не знаю, взойдет, не взойдет, посмотрим. Не взойдет, так дыни будет много места. В этом году я сажаю все дыни, арбузы и тыквы в теплицу, потому что в прошлом году летом у нас был сильный град, и как раз-таки я их пересадила вот сюда, в это место, и град... На следующий день, буквально после пересадки, град побил все мои побеги. У меня ничего не выросло в итоге. Вот, в этом году смотрим, изучаем, как что будет. В общем-то, за кукурузой я еще собралась сажать 3 сорта тыкв и кабачки. В этот год я посадила всего лишь 3 семечка кабачков, чтобы с ними не мучиться. В общем, сейчас еще иду сажать туда 2 сорта тыквы. Так, друзья, вот здесь в конце участка я высадила еще 3 сорта тыкв, значит. Здесь у меня тыква дынная, 3 семечка я посадила вот сюда. И 3 семечка тыква улыбка посадила вот сюда. И вот здесь мне кто-то еще дал другой сорт тыкв. Мамина подруга дала, тетя Наташа. Я забыла, как они называются. Здесь я напишу название. Говорят, тоже очень вкусные тыквы. Попробуем, как они на вкус, когда вырастут. Ну и здесь 3 семечка кабачков я посадила. Это совсем немного в этом году, потому что в прошлом году я просто была ими завалена. И они у меня не все съелись. Но вот здесь... Травка растет, я боюсь ее пока полоть, потому что здесь высажена кукуруза. Вот когда она взойдет, будет более большая, я буду ее выпалывать. Вон там тоже кукуруза у меня, вон до черного, там уже дальше картошка идет. В общем, вот так, сейчас буду лейку таскать сюда, поливать посаженное. Ну и также я полила свой огород на следующее утро после пересадки. У меня есть поливочный шланг, он тянется прямо от дома, все очень удобно. Здесь не нужно таскать леек никаких. Вот, взял, вытянул шланг и все прекрасненько полил. Ну а тут мне пришлось заставить себя усесться в кресло и немножко отдохнуть с мороженкой. Потому что очень сложно мне себя заставить сесть отдохнуть. Ну, хотя бы мороженка меня смотивировала это сделать. Понимаете, когда у меня выходной день, когда очень хорошая погода, солнечная, я пытаюсь не упустить ни одной минутки, чтобы что-то не сделать по участку. Вот. Все-таки нужно отдыхать, друзья, иногда. Это не очень хорошо, когда загоняешь себя прям. А потом, друзья, пошел дождь и заставил меня еще немножко посидеть на крыльце и отдохнуть. Что ни говори, природа все равно расставляет свои точки над «и».
А еще в этот день мне курьер привез ремень для моего нового триммера. Дело в том, что у меня достаточно сложно его держать в руках, он для меня тяжеловатый, весит он 2,4 килограмма, но поскольку у меня слабая левая рука, у меня на ней было 2 перелома, и там стоят титановые пластины, вот, пришлось купить ремень. Ремень мне, кстати, очень помог, он значительно облегчил задачу. Мне теперь намного легче косить. Очень удобно стало с ним косить. Но, конечно, еще нужно присноровиться, отрегулировать длину, чтобы было удобно косить. Здесь я просто попробовала. Кстати, если вам интересно, что у меня за триммер, я оставлю ссылку под этим видео. Проходите, изучайте. Ну, а вкратце скажу, что у меня триммер аккумуляторный, он не пахнет бензином, он на леске, аккумулятор работает целый час и дает мне отдохнуть. У нас по двору ходит сорока. Кошки натаскали. Он белка за ней смотрит. Кошки, о, влетела. Кошки натаскали мышей сюда, дохлых, вот перед крыльцом. И она уходит, я смотрю, ищет кусочки этих мышей и лакомится ими. Вот интересно, куда она улетела. Сейчас посмотрю. Кто там, белочка? Сорока. Вон мама Буся пришла. Буська мышь поймала, похоже. Вот, пожалуйста, смотрите, Буся пришла с охоты. Принесла мышь, положила на крыльце. Вот белка вышла. И, конечно же, вот добычу. И мама принесла добычу. Спасибо, мама, да, Бел? И Буся такая лежит, развалилась. Нате вам. Нате, вот я кормить пришла вас, девочки. Вот она в зубы взяла, сейчас пойдет. Да, он под крыльцом она ее съест. А иногда она ест ее, ну, вот здесь где-нибудь на лужайке. И остаются запчасти, скажем так. И сорока, видите, оказывается, питается мышами тоже. А еще, друзья, я тут борюсь с тлей, которая у меня засела на колени. Мне порекомендовали размешать кошачий антиблошиный шампунь с водой и опрыскать тлю на колени. Вот здесь я пытаюсь это сделать. В общем-то, прыскала и опрыскала, но все мне не удалось опрыскать, поскольку калина — это очень большое дерево. Возле бани у меня она просто разрослась огромным кустом, и верхушки мне не достать с этой тлей, и, к сожалению, вот этот способ мне не помог. Посмотрите, какое огромное дерево. Вот, ну, что-то я сделала, возможно, что-то спасла, не знаю. Поделитесь, кстати, в комментариях, как вы воюете с тлей на калине. Еще у меня распустился наконец-то желтый тюльпан сорта попугай, и рядом с ним раскрылись красивые алые тюльпаны. Посмотрите, какая у них красивая форма. Просто божественно, особенно они пахнут вкусно очень. Ну вот, друзья, на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, донаты. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.